Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Момент с Тэйкук. Девятое место. Когда Тэхён знает, как нужно снимать своего мужчину и когда плавно опускать камеру вниз. Прямо сейчас на моем канале на Бусти вышла новая статья на тему «Слитые кадры Чонгука». Он сам виноват? Что случилось? Это такой позор. Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал на Бусти и канал в Телеграм будет в описании этого видео, а также в комментариях. Восьмое место. Они так любят дурачиться вместе спустя годы. Седьмое место. Чонгук для всех большой и сильный, для всех, но есть исключения. Шестое место. Поведение пары. И не спрашивайте потом, почему же я верю в Тэйкук. Иногда достаточно увидеть, как люди смотрят друг на друга. Вся магия в деталях. В том, как привычно и мягко рука ложится на колено, и в том, как естественно они делят это пространство. Комфорт, безопасность и нежность в каждом жесте. Так правильно, так нежно. Пятое место. Это точно любовь. Четвертое место. Тэхён говорил, что скучал по тисингу Чонгука, но давайте вспомним тисинг ранних лет. Терпению Чонгука можно было не только позавидовать, но и ставить памятник. Обычно взрывной Макня пытался шутливо проучить шелопопого Тэхёна, а то и вовсе укоризненно, умилительно молчал. Ну что поделаешь, порой местечко Макня нужно было уступать и становиться Хёном. Такие они забавные были. Лично я таю как маслечко от таких моментов.
Третье место. Новости. Тэхён в Инстаграм. На фото популярное корейское средство для снятия и профилактики похмелья в формате желе-стика. Тэхён отдает предпочтение одному из самых известных и классических корейских брендов антипохмельных продуктов, решив использовать Zero-версию без сахара со вкусом манго. В Корее такие желейные стики очень популярны. Их удобно брать с собой и принято употреблять незадолго до начала или сразу после окончания дружеских посиделок с алкоголем, чтобы на утро чувствовать себя отлично. Теперь я понимаю, почему Тэхён такой счастливчик. Tripgoin в Инстаграм. Рамен-ресторан, который Тэхён выложил сегодня, 18 числа, в своей Инстаграм-истории, стал горячей темой для обсуждения. Это не что иное, как Нагахама Манджетса, подчеркивание ко, раменное со знаком Michelin Bib Gourmand, расположенное в районе Харидан-Гиль в Пусане. Заведение воссоздает аутентичный тонкацу рамен, который появился в районе Нагахама, Фукуока, в 1960-х годах. Ресторан знаменит своим насыщенным бульоном. Свиные кости варят в течение 36 часов, а затем соединяют их со специальным фирменным соевым соусом для получения глубокого, пикантного вкуса умами. Посетители могут сами выбрать степень жесткости лапши по своему вкусу. А после первого глотка можно раздавить в тарелку свежий чеснок, чтобы полностью изменить вкусовые ощущения. Если вам интересно попробовать тот самый рамен, которым наслаждался Ви, сохраняйте этот пости, обязательно загляните сюда во время поездки в Пусан. Внимание! Из-за бешеной популярности заведения среди местных жителей и фанатов BTS, после Stories Ви, на входе практически всегда стоит живая очередь. Вот такой он, эффект Тэхёна. А можно быть чуточку менее шикарным? Понимаем, что нет. K-Food выходит на новый уровень, как Чангук развивает гастротуризм в Южной Корее. На форуме пищевых инноваций 2026 года Food Innovation Forum генеральный директор платформы Sixin Анпён Ика заявил, что корейская кухня вступила в новую эру глобального роста. В качестве главного примера мощного культурного влияния он выделил Чангука. По словам главы компании, влияние артиста настолько масштабно, что оно способно напрямую привлекать международное внимание к корейской культуре и стимулировать приток иностранных туристов в рестораны Южной Кореи. Настоящая мягкая сила в действии, когда один артист двигает вперед экономику целой страны. Да, сейчас из-за групповой деятельности мы видим меньше тэйкук вне сцены, хотя и там все понятно, но только вспомните прошлый год, он был волшебным. Фанатка поделилась историей о посещении раменной, фото из которой выложил Тэхён. Фанатка рассказала,
что собиралась перед отъездом из Пусана сходить поесть, и в этот момент Тэхён опубликовал сторис с раменом. Она сказала: «Мне так сильно повезло. Я сделала заказ и уже ела, когда осторожно спросила у сотрудника: подскажите, он ведь был здесь, верно?» Сотрудник ответил: «Да, именно здесь». А еще он рассказал мне: 13 числа в обед мы специально закрыли заведение, чтобы мальчики, участники группы, могли спокойно поесть. Сотрудник в ответ спросил, откуда я узнала, и я ответила: потому что Тэхён выложил фото. Затем я поблагодарила сотрудника: спасибо, что дали мальчикам возможность комфортно поесть. Не зря это место рекомендовано гидом Мишлен. Рамен безумно вкусный, а бульон – это просто произведение искусства. Гёдза, пельмени, очень упругие и сочные. А домашний крем-чиз на десерт после еды был просто объедением. В заведении также выдают фартуки и резинки для волос. В общем, я поела с огромным удовольствием и осталась очень довольна. А я выпила разливного пива. Завидуете? Он даже спит очаровательно. Rolling Stone Columbia в Instagram напоминают о специальном выпуске с BTS. В течение 1,5 лет Ким Тэхён посвятил себя чтению, прослушиванию музыки, тренировкам и работе над собой. Вдали от сцены нашел пространство для самосовершенствования. Теперь Ви рассуждает о личности, личностном росте, эволюции своей музыки и бесконечных возможностях, которые он еще хочет исследовать как артист. Чонгук знает, что мир видит в нем глобальную звезду. Однако он все еще видит себя человеком, который все еще учится. В этом специальном выпуске артист рассказывает о своей роли композитора, уроках, полученных в ходе сольной карьеры, отношениях с фанатами и постоянном поиске идентичности, которая, по его собственному признанию, все еще формируется. Интересно, он еще носит такие милые носочки. Harper's Bazaar Сингапур об июньском номере с Чонгуком в Instagram. Чонгук – страсть, исполнение и цель. Давайте будем честны, эта недосягаемая, безупречно отполированная версия гламура сегодня кажется мне немного устаревшей. Десятилетиями мода гналась за изнурительной фантазией, но сегодня одежда, которая меня вдохновляет, твердо стоит на земле. Взгляните на героя нашей июньской обложки 2026 года Чонгука. Никто не живет под более ослепительным светом мировых софитов, но его истинная привлекательность кроется в том, как быстро он сбрасывает эти доспехи поп-звезды ради оверсайз-денима и тишины своего личного пространства. Даже современный подход к здоровью и велнесу меняется. Мужчины меняют изнурительные фитнес-лагеря на восстановительные ретриты, чтобы предотвратить выгорание. Этот номер – напоминание о том, что пора сойти с пьедестала. Перестаньте ждать бархатную ленту ограждения, которая может так и не появиться. Разрушьте чары безупречности с головы до ног и идите потрогайте траву. В том, чтобы быть приземленным, так много красоты. Чонгук был в своем серьезном режиме секси, пока не глянул на Тэхёна.
Спецвыпуск «Анан» от 24 июня 2026 года. Чангук. Чистота BTS, воплощенная в непоколебимой вере Чангука в то, что BTS едины, потому что их 7. В документальном фильме Чангук сказал: «Для BTS нести такое давление – это естественно. Но сам по себе я не какой-то необыкновенный человек». Полностью подтверждая свои слова, он провел весь концерт на стадионе Tokyo Dome, с нежностью глядя на публику. Видя ваши непоколебимые крики поддержки и улыбки, я почувствовал, что все это не зря, и не мог сдержать улыбку. Эта чистая улыбка отражала искренность его сердца. Когда все 7 участников снова встали вместе, он тихо заметил: «Не могу поверить, что мы снова собрались вместе. Это кажется сном». В тот момент он казался одним из армии, которые сильнее всех молили о возвращении BTS. Чангук родился 1 сентября 1997 года. Известный своей исключительной стабильностью, экспрессивным вокалом и танцевальными выступлениями, он является одним из самых универсальных артистов BTS. Когда в 2023 году он выпустил свой сольный альбом Golden, он провел внезапное выступление на Таймс-сквер в Нью-Йорке, еще больше закрепив за собой статус мировой поп-звезды. Ви – облегчение и решимость, обретенные после преодоления страха перед переменами. Во время перерыва в деятельности BTS Ви признался, что переживал из-за перемен, задаваясь вопросом: «Неужели изменился только я? Может быть, фанаты тоже изменились?» Однако возвращение к фанатам превратило эту тревогу в облегчение. «Я столько раз видел этот момент во сне, поэтому это действительно трогательно. Пожалуйста, придите ко мне во сне сегодня ночью», – тепло произнес он. Смотря в будущее, он добавил: «Все, что мы можем делать, это продолжать двигаться вперед, шаг за шагом». На стадионе Tokyo Dome он обратился к фанатам: «Не знаю, помните ли вы, но давайте фиолетовить друг друга». Своей невинной улыбкой он принял как перемены, так и то, что осталось неизменным между BTS и их поклонниками. Ви родился 30 декабря 1995 года. Его отличительный, уникальный в своем роде голос добавляет глубины и богатства музыки BTS, а его дружелюбный характер принес ему огромную любовь фанатов. Его сольный альбом «Layover», продемонстрировавший его уникальный музыкальный стиль, достиг продаж в более чем 2 миллиона копий в первую неделю после релиза. Как же ему идет этот цвет глаз! Чангук упоминался во время сезона Eardrum Boyfriend Сан Сик-ян. Индонезийская певица Рейса призналась, что помимо Сэм Ким, корейский артист, с которым она больше всего мечтает поработать, это Чангук. Сам ведущий Сан Сик-ян тоже поделился милой историей о встрече с Макне. «Когда я встретил Чангук, я так нервничал и был взволнован. Мне безумно хотелось подойти поближе и сделать совместное фото. Но вместо этого я просто попытался выглядеть круто и сказал: «О, привет! Отличный концерт! Удачи с новым альбомом! Береги себя и, в общем, продолжай в том же духе». Чангук вежливо ответил: «Спасибо, Самбэним». Сан Сик-ян добавил, что сразу после этого его сердце колотилось как сумасшедшее. Чангук в очередной раз доказывает статус айдола для айдолов. При этом Макне остается все тем же скромным и вежливым парнем, каким его знают миллионы. Его необычно большие, круглые глаза с детства привлекали чужое внимание. Настолько, что юный Чангук прятал их под челкой. Какое счастье, что мы все же можем теперь любоваться этой красотой.
Сеть ресторанов в Сингапуре запустила новое меню, посвященное Тэхёну. Сеть ресторанов Peppa Lunch Сингапур запустила новое меню стейков, созданное в сотрудничестве с Coca-Cola и посвященное Ким Тэхёну. Это первое в истории сотрудничество Peppa Lunch с Coca-Cola. В рамках сотрудничества также выпущена коллекционная карточка-сюрприз с изображением Тэхёна, которую фанаты могут обменять при покупке, количество ограничено. То, как Чангук постоянно любуется Тэхёном, просто и искренне, потому что он – его радость. Ох, была бы я Чангуком, я бы тоже налюбоваться им не могла. Так что 200% понимания, а осуждении даже речи не идет. Фанаты заметили возможную связь между Film Out и Merry Go Round, и визуально эта теория правда выглядит очень красиво. В Film Out мы видим двери, разные пространства и ощущения, будто участники находятся на разных путях, но все равно связаны одним домом. Джин там будто стоит ближе всех к этим переходам, пока дом постепенно стареет, как символ времени, разлуки и ожидания. В Merry Go Round снова появляются двери и пространство, похожее на границу между мирами. Но теперь это не выглядит как простое возвращение домой. Сама песня грустная, она о повторении, усталости и ощущении замкнутого круга, из которого не так просто выйти. И здесь особенно красиво ложится образ карусели. Будто все это время они двигались по кругу, каждый на своем отрезке, каждый проходя свой путь. Но центр у этого круга все равно оставался один. Поэтому двери в Merry Go Round выглядят не просто как выход, а как попытка выбраться из цикла, после службы, паузы, расстояния и всего, что пришлось прожить отдельно. Если Film Out ощущался как боль от расставания и исчезающих воспоминаний, то Merry Go Round можно прочитать как продолжение этой истории, не как легкий хэппи-энд, а как тихое, уставшее возвращение тех, кто все же нашел дорогу друг к другу. Пройдут годы, и он все равно будет этим маленьким 15-летним Чангуку. BTS демонстрирует слаженность и адаптивность. Болельщики футбола сделали песню Dynamite группы BTS неофициальным гимном чемпионата мира по футболу FIFA в сети. Почитатели BTS уже привыкли к тому, что их трек Dynamite занимает ведущие позиции в плейлисте, вдохновляет на танцевальные челленджи и собирает полные залы на концертах. Но никто не мог предположить, что песня внезапно обретет популярность в футбольном сообществе в интернете. Сейчас это действительно происходит в TikTok, где болельщики в шутку именуют этот мировой хит неофициальным гимном Южной Кореи. Тренд набрал обороты после того, как в интернете начали распространяться вирусные видеоролики на футбольную тематику в преддверии крупных международных матчей. В течение нескольких часов ленты социальных сетей были наводнены клипами, в которых хит BTS, занимавший верхние строчки чартов, использовался в драматических монтажах стадионных сцен, фанатских видео и пародийных роликах чемпионата мира. Этот кроссовер позабавил как футбольных фанатов, так и кей-поп-сообщество, поскольку песня органично вписалась в атмосферу. Тренд на футбольный гимн BTS Dynamite захватывает TikTok. Разговор разгорелся после того, как пародийный аккаунт в Твиттере опубликовал Dynamite в тренде в TikTok. Футбольные фанаты используют его как национальный гимн Южной Кореи.
Я видел 2 поста с более чем 500 тысячами лайков. Лол. Пост быстро набрал популярность, и тысячи пользователей присоединились к обсуждению, поделившись своими наблюдениями этого тренда. Некоторые фанаты утверждали, что песня постоянно появлялась в их лентах, особенно в видеороликах, связанных с футбольной командой Южной Кореи. В одном из комментариев говорилось, и похоже все в комментариях это знают, и они даже не фанаты BTS. Еще один фанат добавил: в инсте я видел уже штук 7. Похоже, тренд распространяется и за пределы корейского футбольного контента. Один пользователь поделился индонезийской версией мема, показав, как быстро шутка пересекла границы в интернете. Между тем, другой комментарий объяснил, почему фанаты считают, что тренд выглядит органично, а не натянуто. BTS работают органично и плавно. Эта реакция нашла отклик у давних членов ARMY, которые на протяжении многих лет наблюдали, как песни BTS появлялись в самых неожиданных местах, от спортивных арен до политических митингов и вирусных интернет-моментов. Почему песни BTS продолжают доминировать в мировой поп-культуре? Даже спустя годы после выхода Dynamite продолжает занимать необычное место в интернет-культуре. Эта песня стала первым полностью англоязычным синглом BTS и одним из самых больших кроссовер-хитов группы во всем мире. Ее бодрящее звучание и мгновенно узнаваемый припев делают ее идеальной для короткометражного контента, особенно на платформах, ориентированных на тренды и эмоциональные видеоролики. Футбольные фанаты также полюбили энергичные поп-песни, которые служат саундтреком к национальной гордости и волнению в день матча. Возможно, это объясняет, почему Dynamite внезапно стала органично смотреться рядом с видеороликами с ревущими толпами, драматическими голами и эмоциональными моментами перед матчем. Для многих фанатов в интернете самое забавное – это не только сам тренд. Это наблюдение за тем, как люди, не являющиеся поклонниками кей-поп, непринужденно подпевают песни BTS, не осознавая, насколько глубока связь между фанатами. Момент, когда хочется смотреть видео на повторе, наслаждаясь этим лицом. Второе место. Это так интимно. Почему они так идеально подходят друг другу? Когда Тэхён залипает. Первое место. Армия была сильной проверкой для их отношений, которую они прошли, сохранили и только укрепили свои чувства. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.